Вообще-то на географии я не специализируюсь, но то, что никто из школьников не знал того интересного факта, что между Россией и США на самом деле меньше 4 километров, меня немного расстроил и удивил. Как выяснилось, многие считают, что расстояние от России до США — это расстояние от Калининграда через Атлантику до восточных берегов Соединенных Штатов, до Бостона или до Нью-Йорка примерно. Но, братцы, это вообще не в ту сторону от истины. У американцев же есть Аляска, а у нас — Чукотка. Так что по факту Россию и США разделяет лишь Берингов пролив, а его ширина в самом узком месте всего 86 километров. Так что американцы и русские намного ближе друг к другу, чем кажется. Скажу больше, если мы увеличим карту выше, то обнаружим, что примерно посередине Берингова пролива находятся острова Диомида, скриншот ниже. Их два. Тот, что побольше, слева, принадлежит России, и у нас его называют островом Ратманова. А тот, что поменьше, справа, США, остров Крузенштерна. Именно между этими острова и проходит государственная граница России и США. Россия, оказывается, граничит не только с Китаем, Монголией, Японией и странами СНГ, но и с США. Американцы — наши соседи. И это еще один факт, который удивил школьников. Раньше, до изменения климата и глобального потепления, люди ходили с одного острова на другой пешком по льду. А если капнуть еще глубже в историю, то можно найти много свидетельств того, что жители Чукотки и Аляски — это один и тот же народ. Сейчас, конечно, уже все перемешалось, но корни одинаковые. И в Северную Америку люди приплыли намного раньше, чем ее открыли испанцы во главе с Колумбом. И как раз через Берингов пролив. Еще со времен продажи Аляски американцам Александром II. Многие, кстати, почему-то думают, что ее продала Екатерина II. Уж не благодаря ли песне Любэ, в которой поется «Екатерина, ты была не права». Говорят о постройке моста или тоннеля между Россией и США. Но в силу разных обстоятельств строительство вновь и вновь откладывается, хотя технически больших проблем в этом нет, так как максимальная глубина Берингова пролива всего 91 метр. Для сравнения, глубина Ла-Манша — 174 метра, а длина туннеля под ним — 50 километров, непосредственно под водой — 39 километров. И еще один занимательный факт. Именно через границу между США и Россией, между островов Диомида, проходит международная линия перемены дат. Россия — это завтра, а США — это вчера. Мы живем как бы в будущем, а американцы как бы в прошлом. И именно поэтому, несмотря на расстояние между Россией и США, всего 3,75 километра, на их преодоление уйдут почти сутки. Бытует мнение, что США и Россию разделяют несколько тысяч километров. Но на самом деле мы намного ближе друг к другу, чем может показаться. Посреди Берингова пролива находятся острова Диомида и остров Ратманова российские. Его собрат остров Крузенштерна принадлежит американцам. Расстояние между ними всего около 4 километров. Сегодня вы узнаете, почему на их преодоление понадобятся целые сутки, что такое ледяной занавес и как живут местные в условиях меняющегося климата. Эскимосы начали заселять острова Диомида более 3000 лет назад. В честь открытия этих мест для жителей Старого Света принадлежит прославленному русскому путешественнику Семёну Дежнёва. В 1648 году он обнаружил пролив между Азией и Америкой, впоследствии названный в честь Беринга. Кроме того, Дежнев отчитался от расположенных там двух островах. Один из них в 1728 году нашла экспедиция Витуса Беринга, на карты оба нанесли немногим позже. Современное название они получили в начале их столетия, благодаря лейтенанту флота Российской империи. В 1867 году Александр II продал Аляску американцам, так как на тот момент у нас считали, что толку от этих земель мало, а денег на их содержание тратится много, да и в целом лишняя золотишко не помешает. От сделки с США наши получили сущие копейки — 7,2 миллиона долларов. Для сравнения, одно единственное трехэтажное здание в центре Нью-Йорка, известное как Твидов суд, обошлось казначейству штата Нью-Йорк почти в 2 раза дороже, чем правительству США вся Аляска. При этом площадь Аляски чуть меньше территории Ливии, которая занимает 16 место среди самых больших стран по площади. После продажи Аляски между островами Диомида стала проходить государственная граница, но поначалу эти изменения не сильно волновали жителей района Берингового пролива. Они всегда считали себя одним народом вплоть до 1948 года.
После Второй мировой войны отношения между СССР и США испортились, из-за чего границу закрыли. Как часто бывает в подобных случаях, из-за политики сильно пострадали простые люди. На острове Ратманово обосновались военные, а гражданскому населению пришлось переехать в Сибирь. Естественно, их согласие на то время никого из властимущих не интересовало. В итоге границу прозвали «ледяным занавесом», по аналогии с «железным занавесом», термином, ставшим популярным благодаря Черчиллю и ознаменовавший собой начало Холодной войны. Но шли годы, и так называемый «ледяной занавес» начал постепенно таить. 7 августа 1987 года американская пловчиха Лин Кокс, которой до этого удалось переплыть Ла-Манш и Магелланов пролив, сумела преодолеть расстояние от американского острова до острова, принадлежащего СССР. Температура воды на момент составляла всего 6 градусов. Храбрую спортсменку сопровождали жители Аляски на каяках. Этот путь она покорила за 2 часа, с чем ее поздравили президенты двух государств Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Нередко Лин Кокс называют символом окончания Холодной войны. В 1989 году страны подписали соглашение о взаимных поездках жителей района Берингового пролива. Окончательно ледяной занавес рухнул только в 2015 году, когда США выполнили все формальности. По этому соглашению коренные народы Аляски могли посещать родственников на территории Чукотки, и наоборот. Чтобы отправиться в поездку, нужно было получить приглашение от родственников из установленного района. Находиться в гостях разрешено было не более 90 дней. Как обстоят дела в 2021 году, сказать сложно, так как об этом нет никаких упоминаний в СМИ, как уже говорилось раньше. Острова Диомида разделяет поистине смешное расстояние, каких-то 3750 метров. Но если вы хотите почувствовать себя путешественником во времени, то их преодоление — отличный способ это сделать. Дело в том, что острова разделены международной линией перемены даты и находятся в разных часовых поясах. Разница во времени составляет 21 час. Причем мы опережаем американцев, поэтому остров Ратманово иногда называют островом завтра, а остров Крузенштерна — островом вчера. Этот любопытный факт стал широко известен зарубежным зрителям в марте 2021 года, когда TikTok, блогер под ником Лоу, разместил видео, в котором объясняет, как можно быстро попасть из России в США пешком. Впрочем, тут он немного приврал. Из-за измененного климата между островами не устанавливается крепкий лед, как раньше. Публикация собрала миллионы просмотров, после чего об этом написали многие СМИ. Это было настоящим открытием для американцев. Необычная особенность островов дарит простор для фантазии. Например, можно справлять день рождения дважды в год или сначала отпраздновать наступление Нового года на острове Ратманово, а потом вернуться во времени и отметить еще раз на острове Крузенштерна. Жаль только, что перемещаться между ними не так уж легко. Сейчас на острове Ратманово нет постоянного населения, только военный первый отряд пограничников прибыл сюда в 1941 году. 6-комнатный деревянный дом, склад и баню для них привезли на пароходе из Владивостока вместе с продуктами, одеждой и оружием. Жизнь в этих краях суровая, зима длится 9 месяцев, причем приходится жить не только в очень низкие температуры, но и во время сильнейших ветров. Кроме того, 300 дней в году остров окутывает густой туман. Из-за него вертолеты здесь редкие гости, они прилетают лишь раз в 24 месяца, чтобы доставить еду и почту. В части служат только контрактники, причем основные блага цивилизации у них имеются: телевизор, телефон и так далее. На острове Крузенштерн, или как его называют американцы, остров Малый Диомид, нет военных. Здесь находится лишь единственное поселение, которое также называется Диомид. Когда видишь это поселение с высоты, то возникает ощущение, что это одно из самых уединенных мест на планете. В нем живет скромных размеров община эскимосов, насчитывающая чуть больше 100 человек. Сегодня на острове около 30 построек, в том числе жилые дома, построенные в основном в 1970-х и 1980-х годах. Но несмотря на скромный внешний вид, в поселении есть прачечная, медицинский кабинет, находящийся на верхнем этаже того же здания. Также есть школа, из класса которой открывается вид на российский остров, есть библиотека, вертолетная площадка и спутниковая антенна для телевидения, телефона и доступа в интернет. Запасы магазина на острове ограничиваются небольшим количеством еды, напитками, одеждой, огнестрельным оружием, боеприпасами и топливом.
Все, что нельзя купить в местном магазине, нужно заказывать почтой из Анкориджа, который в зимнее время прибывает не так уж часто, как и во многих других поселениях коренных жителей Аляски, импорт и продажа алкоголя запрещены. Электричество обеспечивается дизель-генераторами, а вода для зимнего использования берется из горного источника, затем обрабатывается и хранится в резервуаре. Из-за вечной мерзлоты прокладка трубопровода под землей затруднена, поэтому жители должны вручную переносить воду. Работа на острове в основном ограничена самим поселением. Это почта, школа, медкабинет. Несмотря на высокие цены на продукты, эскимосы уже привыкли к покупкам и не так сильно зависят от охоты и рыболовства. Но все же некоторые собирают яйца кайры, морской птицы, широко распространенной в северном полушарии, охотятся на моржей, делают сувениры, которые пользуются популярностью на материковой Аляске. Средний годовой доход на острове составляет около 25 тысяч долларов, примерно 1 миллион 800 тысяч рублей, что не так уж много из-за высоких цен и зависимости островитян от привозимого продовольствия. Так, допустим, упаковка обычного стирального порошка стоит 45 долларов. В общем, жизнь на острове не только сложная, но и дорогая. Последнее время эскимосам добавляет проблема изменения климата. С каждым годом становится теплее, из-за чего страдает традиционный уклад. Островитяне, особенно молодежь, стали потихоньку задумываться о переселении. Но, несмотря на это, путешественники отмечают, что местные кажутся более счастливыми людьми, чем многие жители больших городов.